Здравствуйте, меня зовут Роман Вершилла, я главный редактор сайта антимодернизм.ру и портала «Два Града». Я бы хотел познакомить наших читателей, зрителей, слушателей с программой наших сайтов на 2022 год. Наш сайт существует уже очень давно, по интернет-меркам с 2009 года, и на нем накопилось огромное количество материалов. И сейчас мы занимаемся некоторой редактурой, очищением, улучшением нашего сайта, оптимизацией его, если говорить на техническом языке. Основные материалы нашего сайта – это, конечно, статьи. Мы предполагаем продолжать это и в будущем году, если Богу будет это угодно. Статьи наши освещают основные темы нашего сайта, то есть модернизм, новейшие его проявления, история модернизма, история антимодернизма, история гностических учений и политического гностицизма, в том числе разного рода гностических идеологий, к которым мы, собственно, и относим православный модернизм. В 2022 году мы полагаем, будет полезным вернуть на наш сайт новостную ленту. В ней мы будем освещать всякие экстраординарные события. Мы также планируем вернуть на наш сайт рубрику «Перл сознания». В ней мы помещаем разного рода патологические высказывания деятелей политического гностицизма и массовой религии. В наших статьях мы пытаемся как можем глубоко и полно проанализировать события и мысли, и высказывания православных модернистов. Среди новшеств на нашем сайте мы отметим особо подкасты, аудиозаписи, которые будут появляться, я надеюсь, с какой-то еще большей регулярностью, и это позволит нам более полно пообщаться с нашим читателем, чем в статьях, которые действительно могут быть отчасти слишком высоко абстрактными. Наш сайт «Антимодернизм» в свое время начинался с того, что помещал разного рода энциклопедические статьи, биографические, о понятиях статьи, исторические статьи. И тогда наш сайт назывался «Православная миссионерская энциклопедия». Теперь это направление нашей деятельности, оно выделилось в отдельный сайт «Два Града», с которым, я надеюсь, наши читатели, зрители и слушатели тоже отчасти знакомы. На этом сайте мы будем продолжать такую широкую работу. Там, конечно, тоже много недоработок, много каких-то провалов, которые мы намерены более энергично заполнять с помощью нашей небольшой, но, я надеюсь, единомысленной команды. Поэтому я хочу пригласить всех православных людей, которые не полагаются на свои силы, а полагаются на волю Божию. Приглашаю к размышлениям, к обсуждению, к тому, чтобы задавать вопросы, и вопросы глубокие, духовные и непраздные. На эти вопросы мы будем стараться ответить. И, возможно, на какие-то вопросы уже ответы у нас даны. 2022 год уже начинается довольно-таки тяжело. Для нашей страны множество волнений, бедствий, бедности, несчастий. И мы не знаем, что будет дальше, что нас ждет в этом году. Я полагаю, что, в общем, в каком-то смысле это не очень важно. Потому что те бедствия, которые видит душа христианская в современном мире, они, можно сказать, невидимы. И они попадают в ленты новостей, на телевидение, другие, и в том числе даже православные издания, они попадают, я бы сказал, в искаженном виде каким-то таким боком. Мы бы хотели
на нашем сайте призвать к трезвости, мудрости и к тому, чтобы православные христиане смотрели правде в глаза, не уклоняя свой взгляд от тех ужасных событий, которые происходят у нас, и у нас в том числе в православной церкви. Тех, кто готов к этому, мы приглашаем к нашему разговору, к нашему обсуждению на наших двух сайтах antimodernizm.ru и информационный и образовательный портал «Два Града». В заключение я хочу обратиться с просьбой о посильной помощи. Прежде всего мы просим ваших молитв, чтобы Господь заступил нас в эти трудные дни, чтобы не позволил нам довериться собственным силам и собственным умствованиям, чтобы мы шли той дорогой, на которой нельзя ошибиться. И все такие дороги, вернее, одна такая дорога, которая есть, она осенена благодатью Божией. Мы об этом стараемся не забывать. И приглашаем вас к тому, чтобы поддержать наш сайт, в том числе и материально, потому что действительно нам предстоят в том числе большие работы по сайту, чтобы вам было удобней и им пользоваться, чтобы вам ничто не мешало познакомиться с теми идеями, которые излагали и излагают православные христиане. Благодарю вас за внимание. Это был Роман Вершилла, главный редактор сайта antimodernizm.ru и портала «Два Града». Благодарю за внимание.